Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Мира вам, добра и благополучия обязательно, каждому и обязательно. Давайте посмотрим, что происходит в его жизни прямо сейчас. И посмотрим в конце, ждать его или все-таки отпустить. Да? Ну, посмотрим, как всегда. Если вы хотите быть с ним, что карты скажут. И если вы не хотите быть с ним, тоже, что карты скажут. Давайте, загадывайте человека, проговорите его имя. И смотрим, что за человек пришел. Маг выходит. Это королева жезлов и маг. А ну. Сейчас посмотрю, что именно карты выпрыгнули, хотят сказать. Так. Идет очень сильное очищение сейчас. Реально. Королева жезлов — это вы. Магия на вас была. Либо магия, как я всегда говорю, да? Просто если человек не верит в магию, значит, можно подразумевать это все как очень большое желание вас разлучить, или сделать вам больно, или увести у вас мужчину, вот такое. Но магию я могу здесь сказать. Маг выходит, и вы, королева жезлов. Магия была. Кто-то хотел, кто-то сделал. По шестерке кубков в прошлом на ваши отношения. А сейчас около карты маг выходит звездочка. Это звезда. Вот. Это значит, что идет очищение, и большие-большие перспективы вам открываются. Вы очень скоро либо с этим человеком, которого загадали, встретитесь и будете обсуждать какие-то очень важные темы, вопросы, и у вас многое может получиться. Либо вы встретите свою любовь. Да, другого человека. Но здесь идет изменение и восстановление вашего жизненного пути. Это просто в раскладе, что происходит в его жизни сейчас, да, прямо сейчас. Вот такое вот вышло. Это прямо сейчас происходит, но на него это тоже будет влиять. Поэтому, скорее всего, сейчас я карту достану. Да, король кубков выходит. Он хочет с вами поговорить. Он реально хочет с вами поговорить. И если у него не получается, расклад общий. Если вы не хотите наотрез с ним встречаться, если он далеко где-то, если он по рукам-ногам связан чем-то там, да, образно говоря, естественно, образно говоря, то он будет очень сильно этого желать. И если получится, вот ждите его в гости. Реально ждите его тогда в гости. Если не получится, значит, что-то будет как-то по-другому все связываться, как-то по-другому будет решаться, но оно решится. И вот по этим картам в вашу пользу. Как выскочили карты. Выпрыгнули, чтобы вам сказать сегодня. Давайте дальше. Ждать его или отпустить, а вам скоро будет ответ. Вам скоро будет, давайте и по раскладу посмотрим, и вообще по жизни вы поймете, догадаетесь, либо даже кто-то вам, как птичка, знаете, как новость принесет, да, говорят такое. У вас что-то меняться будет в личной жизни, очень в хорошую вашу сторону. Угу. Ой, а что у мужчины будет дальше? А у него здесь пятерка жезлов выходит. Он будет нервничать, он будет добиваться чего-то своего, он будет устранять какую-то свою проблему, он очень захочет вас увидеть реально. Но вот здесь, если забор между вами, то к вам тяжело добраться. Вот кто-то стоит или что-то есть между вами. У каждого оно свое. Но если он найдет лазейку, да, реально ждите его в гости. А вообще у него в жизни тоже будет меняться многое, но от вас зависит тоже многое. Хотите ли вы с ним быть? Если нет,
то у него многое будет меняться. Он в доме найдет свой баланс, но ему придется пройти через очень многое, где он тоже плакать будет. По 5 жезлов. Так, дальше давайте посмотрим, да? Мужчина, кто ты, какой ты? Мужчина, кто ты, какой ты? Расскажи о себе. 3 мечей, разбитое сердце. Замкнутый, закрытый на сегодняшний день. Нервничает, какие-то вопросы решает, ругается, кстати, с кем-то на сегодняшний день. Он реально ругается. Любит, не любит, но он сейчас на нервах конкретных. И сердце, и 5 жезлов, как дерутся все. Вот. Верховная жрица — это больше как тайну, какую-то тайну он держит и на работе решает вопросы. Он не хочет сейчас видеться с какой-то женщиной. Он не хочет, у него есть, или женщина есть у него, или, я не знаю, опять же, какая-то подруга, начальница, мама, да, может быть, тетя. В общем, какая-то женщина рядом крутится. Он очень сильно не хочет с ней встречаться и очень сильно не хочет с ней разговаривать, потому что есть проблема. Он сейчас думает, а подарит ли мне судьба второй шанс с императрицей быть? Это вы. Это реально вы. Вот. Сидит, думает, подарит ли ему судьба быть с вами. И плохо ему. Реально плохо. Он сейчас тоже в таких вот сильных, говорю, энергиях. Вот я так показала, как качели. Вот как будто вот качели, как либо, знаете, перетягивание каната. Кто-то его в одну сторону тянет, да, вот тянет, а он в другую. Он в другую тянется. Вот так. Мужчина осунулся, на лицо осунулся. У него, возможно, даже какие-то синяки под глазами на сегодняшний день. Ему выспаться надо, ему прийти в норму надо. У него есть усталость большущая. Он очень хочет спать, но нервы, мысли и работа держат его. Ну вот и, может быть, какая-то женщина еще. Тоже как, может, говорить, ты должен там, или расскажи, или куда ты пошел. Но что-то есть такое. Как же ему хочется убежать оттуда. Плохо ему. Он любит в последнее время кулаки сжимать. И действительно, как будто бы он этот канат берет, чтобы вот забрать у кого-то что-то и освободиться от чего-то. Да, он может даже об стенку кулаком ударить, если у него слишком сильные эмоции. Но не обязательно, конечно, расклад общий, но может такое быть. Вот на сегодняшний день так. А сидишь ли ты где-то с друзьями, допустим, или император выходит? Страшный суд. Ну, он может, да, но не везде и не обязательно. Даже если он с друзьями, он все равно в своих мыслях. В своих мыслях о том, я же, говорит папа, я же мужчина, который хочет быть ответственным, но и чтобы со мной был человек, которому я нужен. Он сейчас только понял, что он реально никому не нужен. Он у высших сил, это страшный суд, это император, он у высших сил просит прощения, что ли? Ты прощения просишь?
Или какой-то... Он... Да, по тройке можно сказать кубков, что он прощения просит за что-то третье лишнее, что он неправильно истолковал и неправильно поступил. Он думал, ему будет лучше, но он сейчас это не чувствует. И да, по тройке кубков могу сказать, я хочу, вот мужчина говорит, я хочу исправления ситуации, чтобы что-то третье пришло в мою жизнь, наконец-то другое, а не то, что было. Я не знаю, что он именно третье имеет в виду, но что-то такое есть. Может, ребенок, ему нужно увидеться с ребенком, либо он хочет, чтобы дети были, либо только с вами он видит перспективу свою, а его перспектива — это тоже что-то третье. Вы, он и перспектива. Либо вы, он и ребенок. Может, еще что-то. Но он просит у высших сил именно вот какую-то награду и прощение. Недавно он был в святых местах. Либо просто выходит на улицу или стоит на балконе и говорит в небо что-то. Есть такое. Возможно, если у него другая вера, другое понимание, он мог и даже к человеку пойти, который бы его вроде как почистил. Вот такое тоже может быть. Недавно, кстати. По Луне. Ну, по Луне, да. Он хочет почиститься. Он хочет выйти из темной стороны Луны. Мысли. Давай твою голову сейчас посмотрим, мужчина. Мысли о девушке, женщине, да, которая сейчас смотрит, и чувства. Расскажи на сегодняшний день. Какие у тебя мысли? Королева жезлов. Такие, да. Жезловая, огненная, интересная, которая действительно теплом, вот от вас теплом веет. Это в его голове, это вот вы такая. На сегодняшний день именно. Он много думает о вас сегодня, вчера. Он очень хочет к вам домой. Четверка жезлов, дом, 4 стены. Он очень хочет к вам домой. Ему тяжело. Ему очень тяжело без вас. И у меня тут такое видение. Он видел, что вам тяжело с ним. Вот такое я увидела сейчас через его мысли. Он видел, что вам было тяжело, когда вы были с ним. Из-за чего? Паж жезлов, все было в ваших руках. Ну, как сказать? Вы много делали. Вы очень много делали, вы очень много думали, вы очень много терпели. И как паж, как маленький ребенок, да, старались все нести на своих плечах, в своем сердце и в своей душе. Он был отстраненным, да, он не помогал, так что ли? Он не был защитой для вас. И не был такой сильной направляющей. Да, вот что-то типа этого. Не был. А ты понял это? Реально понял? Рыцарь кубков. Ну, в этой карте больше... Как бы, ну, знаете, вот его слова, да? Не то, что «да, я понял», а больше как бы там ни было, я постараюсь все исправить. Я постараюсь понять и доразбираться. Это значит, что через эту карту он говорит, я не совсем понял, как должно было быть, но я хочу многое исправить. Вот такое вот идет. Дальше. Чувства у тебя сильные? Да, как раньше, как в начале. Это шестерка кубков, это воспоминания прошлого. Что у вас было, когда было хорошо. Что тебя волнует на сегодня? Что тебя тревожит? Есть у тебя страхи, есть у тебя какие-то
проблемы. Тройка кубков, двойка мечей идет, королева пентаклей и дьявол. Раз дьявол вышел, да еще и около королевы пентаклей, значит, какая-то женщина таки есть около него, которая по дьяволу тащит с него и энергию, и деньги, и что-то еще даже. Вот есть какая-то женщина. Может быть, даже есть женщина, которая с него на своего мужчину, мальчика, там, сына, да, стягивает здоровье. Вот что-то плохое есть около него по дьяволу, аж по дьяволу. Ну, либо, да, какая-то женщина деньги требует. Может быть, на работе вместе работают, тоже чего-то от него хочет и старается вот притянуть его к себе. Вот такое тоже есть по дьяволу. Это его как раз-таки беспокоит, тревожит, волнует. Ему неприятно все это, реально. А в другом, ну раньше ты вот в таких ситуациях как себя вел? Ох, да, он был королем жезлов. Раньше он думал, что все, он самый нужный, все от него без ума и только хорошее ему хотят. А сейчас он понял, что с него только берут, требуют, без разницы. Треугольник, кто без разницы, кто что хочет, он не нужен, с него надо взять. И здесь идет энергия разрезания какого-то. Он хочет перерезать эти путы. Так, тайна есть? Ну, тайна больше по одной карте здесь сразу видно. Как такового, чтобы таинственное в себе носил, такого нет у него. У него единственное есть какая-то мысль, что он потерял финансы из-за какой-то проблемы, которую не хочет озвучивать. Все. Это либо на работе что-то он там сказал, сделал, либо ситуация вокруг него очень неприятная, из-за которой он, да, теряет доход. Ну, еще, может быть, что-то. Он об этом не хочет говорить, но есть такое. Вот то, что он потерял деньги, или потерял работу, или потерял сумму какую-то, да, из-за чего-то, но почему-то не хочет озвучивать. Семерка кубков, он боится, что что-то еще больше пойдет не так. Потому что он хочет исполнения желаний, но что он загадывает, вечно рушится. Так, дальше. Радость у тебя есть? Семерка мечей, обман. Четверка мечей. Работы много. И выход из жезлов. Радость у него есть на сегодня, но она опять же касается денег и работы. Пока что так. Потому что его обманывали. У него действительно проблемы с финансами. Он многое пережил, сейчас восстанавливается. Он хочет работать, действительно вкладываться для того, чтобы реально выйти из какой-то тяжести по девятке жезлов, как прорубить себе путь наконец-то. И больше никому не быть должным. Он кому-то должен. Или кто-то украл что-то. Ну такое. Радуется переменам в своей голове. Ну и, может быть, есть какие-то, да, реальные, начала реальных перемен, да? Восьмерка мечей, но восьмерка мечей тоже как клетка и в то же время развязывание узлов. Все-таки 8 мечей это как развязывание, как птичка вылетает из клетки, можно так даже сравнить. Тут девятка, тут восьмерка, как в клетке, но он из этого выходит, и да, его это радует. Что у тебя в доме? В доме, да, в доме. Там, где ты ночуешь, живешь, кушаешь. Что у тебя в доме? Король мечей. Ну, как бы это больше как для дома его карта. Он сам в своем доме, в своих мыслях. Смотрите, если он дома. Если он даже где-то в командировке или где-то еще, он все равно ощущает сейчас себя как дома. Даже если он на съемном чем-то живет там, да? Вот, или в машине ночует. Он реально себя ощущает как дома, потому что он закрылся
от людей, которые рядом с ним могут быть. Он психологически закрылся и, ну, как в подвешенном состоянии он сейчас дома. Он пришел, поспал, покушал, ушел. Не трогайте меня, и я вас не буду. Но он король мечей дома. Поэтому если кто-то его тронет дома, будет и крик, и скандал, и просто может опять уйти, дверью хлопнуть. Или просто закрыться в комнате и не открывать. Есть у него на сегодня такое. Да, и шестерка мечей, как вот на лодке мечевой плывет, убежать хочется куда-то. Но дома он дома, хотя на мечах. Иерофант. Смотрите, либо он один реально дома и даже гостей не зовет. Либо, если кто-то есть, он просто закрывается от этого человека. Он просто вот как разговаривает с высшими силами, он разговаривает со своей судьбой, он просит, чтобы какая-то карма от него ушла, либо наоборот открыла нужное что-то. Ну, чтобы из плохого по шестерке мечей выйти в хорошее. И опять же, я хочу встретиться с той, с которой у нас было и хорошо, и очень больно. Вот такое. Мечи. Это про вас. Давайте посмотрим про соперницу, да? Если вы точно знаете, она есть, сейчас смотрим, что у него с ней. А если, ну, не знаете, либо знаете, что ее нет, то немножко пропускаем, да? Что у тебя с другой женщиной, если она есть? Он одинок. Это отшельник. Либо ее реально нет, во всяком случае, сегодня, вчера и завтра, да? Вот. Либо он реально от нее закрывается, молчит, кричит, не знаю, но он говорит, я отшельник, это не моя женщина. Если она есть, он говорит, это не моя женщина. Я хочу умеренность, я хочу, чтобы ангелы помогли мне в моей судьбе, я хочу уйти, да, рыцарь мечей, разрубить какие-то узы, да, или какие-то привязки с той женщиной. Мне плохо. Мне плохо с ней. Ну, либо он реально один. Вот. Сами видите, такие карты выходят. Мечи, одиночество. Тут по-другому никак не скажешь. Давай, мужчина. Твои действия, ну, на ближайшую неделю, допустим, твои планы. Четверка пентаклей. Деньги, 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 деньги. Я хочу вернуть свое. Он на сегодняшний день, он жадный. Я хочу, говорит, вернуть свое. Я хочу победу в свою жизнь, и в своей жизни, и вокруг себя. Он какую-то победу ждет в деле каком-то, в переезде, в оспаривании документов, может быть, идет юридический какой-то процесс. У него идет, у него что-то есть. Он где-то нервничает, да, кто что-то скрывает даже. Но он надеется, что у меня будет победа, у меня все будет хорошо в жизни. Ну, такой вот настроенный на любовь. Вот. Настроенный человек на любовь. Но здесь можно даже по этим картам на вопрос ответить. Ждать его или отпустить. Вот то, что карты говорят, я думаю, вы уже сами знаете. Отпускать его, либо ждать. А сейчас, конечно, в конце обязательно еще спросим, реально, что карты скажут для вас, да? Месяц, луна, я хочу выспаться, я хочу, чтобы темнота ушла из моей жизни, хочу победу. И да, у него в планах, в действиях какие-то разрешения. Вот, может, конфликт, может, действительно документы, может быть, вернуться куда-то хочет, но он решает свой какой-то важный вопрос, чтобы реально солнышко засветило в его жизни. Он хочет любви. Поэтому с самого начала было видно, что он очень хочет к вам прийти или хотя бы позвонить. И если действительно вот вы в ближайшее время от него не увидите какого-то знака, значит, что-то его конкретно закрывает. Либо ваше нежелание, либо что-то у него происходит такое, что его держит. Либо он уже ни во что не верит. Ведь бывает и такое тоже, но он очень хочет. Вот вроде не верит и в то же время хочет. Да, и такое есть.
Есть ли у тебя желание встретить вот сегодня уже, просто даже нечаянно или специально встретить девушку, которая сейчас смотрит, ну, где-то там на улице? Пятерка мечей, очень большое, да, по этой карте очень большое желание встретить вас именно сегодня, но он либо думает, что он сам себя обманывает, ну, либо он действительно себя обманывает. Может быть, он далеко, но очень хочет вас встретить сегодня, да, в другой стране, в другом городе, вот такое. Либо вы не выходите из дома, либо ну, как-то еще там что-то еще происходит, да, но он хочет вас увидеть именно сегодня. Он как будто стоит и ждет, вопреки всему. Он уже вот снарядился, готов подойти, прям увидеть. Восьмерка кубков, я хочу к тебе вернуться. Это его ответ. Это реально его ответ. Смотри, мужчина, давай еще несколько вопросов. А ты рассказываешь о своих чувствах, у девушки, которая сейчас смотрит вот, о вас, да? Ты, мужчина, рассказываешь кому-то? Вот вчера, позавчера ты рассказывал? Сегодня? Да. Да, он о вас с кем-то говорил. Это туз мечей, а мечевая масть — это разговор. Это именно что-то такое, ну, такое сильное, в общем, тем более туз. И маг выходит, и любовь, двойка кубков. Слушайте, он говорил о вас вчера или позавчера, или даже сегодня. С кем-то говорил о вас. И такое, знаете, четкое желание что-то почистить тузом мечей, какую-то магию снять. Возможно, он в нее верит. Либо из-за мага он мог, знаете, как вот другое мышление, да, если у него, то я хочу почистить наши проблемы, которые нас развели. Я хочу быть с ней, он кому-то сказал. Он реально кому-то сказал, вот так резко по тузу мечей. Было такое. Так что в эти дни он не промолчал, вот захотел и сказал кому-то. Я говорю, вот возможно, даже, опять же, расклад общий. Он ходил к какому-то целителю или какому-то, не знаю, или даже в церковь, просто в монастырь, или просто, говорю, на балкон вышел. И он вот просил, чтобы его почистили на любовь. Потому что любви у него нет человека, который реально его бы ценил. С него просто берут. Даже мама. Если вот она рядом где-то, даже она. Вот, и это его мысли, это его энергия сейчас. А как вы к нему относитесь на сегодня? Вы что, его побить хотите? Ну, вы выше, да, всего этого. Вы выдержали, вы, ну, по этой карте, как будто вот как бы там он или кто-то еще вас не принижал, не втаптывал, не разрушал вашу жизнь, вы все равно выше его и лучше. Поэтому он там так, за вами, потому что он видит в вас вот эту звездочку. Ну и такое впечатление, что да, как вы к нему относитесь, побить хочется. Башня. Но у кого-то желания разные у вас. Ну, как бы расклад общий. Но по башне у кого-то починить, да, вот когда рушится башня, у кого-то желание есть починить разрушение, а у кого-то снести и построить новое. Вот такое вот у вас. Ну, четко карты ответили. Так, как ты видишь, мужчина, завтрашний день? Паш кубков, так хочется ему, ну, куда-то на пляж, допустим, или в какое-то кафе, может быть, в ресторан, или просто, не знаю, посидеть у телевизора, но там, где его, наконец-то, сердце успокоится. Ох, он и на нервах. Ему просто хочется успокоиться и уснуть даже. Ну, нет такой, как вы, больше у него в жизни.
Он это понимает. Я хочу отдохнуть. Я хочу завтрашний день вот такой вот, говорит мужчина, чтобы все хорошо было. Ну, давайте спросим у карты, да? Хотите, если вы с ним быть, что карты скажут? Ну, туз жезлов — это страсть. Рыцарь жезлов. Страсть идет к вам. Солнышко у вас. И тройка жезлов — новые дороги. У вас все хорошо должно быть. Если вы хотите с ним быть, подождите его в гости. Кстати, вам вперед вот в гости прийти хоть сегодня позвонить нужно? Если вы чувствуете, что да, почему бы нет, по десятке жезлов, то вы тоже можете что-то, какую-то удочку закинуть. Вот. Что-то спросить, что-то написать, если вы имеете возможность и считаете, да, почему бы нет. Да, дерзайте. По десятке жезлов это семья, это то, что притягивает, это то, что неразрушимо. Если вы чувствуете, да, это мое, можете первый проявиться. Вот сегодня так, он готов. Но если думаете, может быть, как-то по-другому или сомневаетесь, тогда ждите его в гости, как этого рыцаря. Страсть, новые дороги и очень счастливое что-то такое, вот дети, радость ваша личная, солнышко в вашей жизни с этим человеком и пентаклевый путь. Ну, хорошо, скажу так. Так что как чувствуете, так и поступите. Если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? Это прошлое. Двойка пентаклей. Прошлое уходит вниз, новое начинает расти, и как из нового росточка сила приходит к вам. Вы выздоравливаете от чего-то. Недаром в самом начале для вас именно выпали карты. Вот реально. Потому что вы здесь на раскладе, и карты захотели вот с этого начать. Да, сила к вам возвращается. Прошлое уходит вниз. Новое, двойка пентаклей, новое поднимается наверх. Новое сильное. Любовь к вам идет. Мужчина, король пентаклей. Любовь. У вас по судьбе любовь. Ждите любовь в свою жизнь. Как раньше уже не будет. Человек уходит. Вы его отпускаете. Вот так. Так что, если вы хотите, чтобы он был рядышком, ну, ждите, либо проявитесь сами. Карты так ответили. Там смотрите, конечно, по своей ситуации. А если вы не хотите, отпускайте. Отпускайте, к вам новый человек идет. И вы силу и берете от судьбы, и вместе с ним увеличиваете свою силу, здоровье, радость, новое что-то. Вот такое вот. Как раньше уже не будет. Ну и последнее все-таки. Что карты хотят сказать как итог, да, расклада? Почему именно вот это мужчина решил проговорить сегодня прям вот на расклад, как будто он разговаривал? Как будто он кричал, вот я это чувствую. Карты, а ну, сами ответьте. Потому что идет справедливость. Это справедливость, это правосудие карта. Потому что идет справедливость и к нему, и в вашу жизнь. Так что вот так. Король кубков. Каждый найдет свое счастье. Обязательно. Мужчина найдет свое счастье. Пятерка кубков, если он исправит то, что разрушил, либо попросит большущее прощение, он, как бы, знаете, как это сказать, он почистит энергию между вами. И у каждого из вас будет новый путь. У кого-то вместе, у кого-то нет, но новый путь. Вот если мужчина реально сейчас почистит, то и у него будет хорошо. А так, вижу, чистите вы себе. Поэтому у вас точно будет хорошо, у него уже как он решит. Тоже, знаете, как от каждого человека многое зависит. Как он понимает, воспринимает. Ну, здесь вот так. На дне колоды звезда. Вот такая вот звездочка. Это ваши пути. Вот. На
на силу, на исправление, на изменения какие-то в лучшую сторону. Вот они есть, очищение идет. И дай Бог, пусть будет так, да? Все на сегодня. Счастья вам огромадное. Оставайтесь со мной. Я вот эти вот расклады, что происходит в его жизни прямо сейчас, буду делать частенько, потому что по вашим комментариям многим нравится, да? Многое, что дает какой-то, не знаю, ответ на что-то, да, на какие-то ваши вопросы, сомнения, может быть. Может, душу лечит даже. Это же тоже важно. Надо со здоровой душой жить. Вот, так что буду там подписывать. Но в этот расклад буду еще кое-какие вопросики задавать. Это как еще один, допустим, его мысли обо всем, ни о чем, да, либо что он сегодня задумал, что к вам хочет, не знаю, сказать и подарить или что-то еще, или что у него там за спиной творится. В общем, будем смотреть по разным темам, но что происходит в его жизни прямо сейчас. Вас это 100% тоже будет касаться. Карты любят говорить про вас. Но это хорошо. Значит, вы реально весомый человек в этом мире. Это да. Все на сегодня. Оставайтесь со мной. Всего вам самого наилучшего. И подписывайтесь на канал, да, кто еще не подписался, не забывайте. Вот. Пишите комментарии, если хотите, ставьте лайки, мне будет приятно. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы вот новые видео не пропускать, потому что они будут именно искать вас, и энергиям хочется, чтобы вы были как-то рядышком, наверное, на исправление, да, потому что высшие силы по-любому с вами. По-любому с вами. Тем более, если вы сейчас слышите в самом конце расклада все это 100% ваше исправление, ваша сила и ваша радость в жизни. Дай Бог, пусть будет так. Все, до следующего видео. Я с вами не прощаюсь.